дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале Вяжем Красиво. И сегодня у нас с вами будет необычное видео. Я предлагаю вам связать свитер для маленького питомца. Мне поступил заказ от одной знакомой связать свитерок для собачки, для Йорка. Она мне дала размеры этой собачки, и вот что у меня в результате получилось. Если для вас это актуально, присоединяйтесь. В этом видео я вам все расскажу и покажу. Итак, давайте перейдем для начала к размерам. Обхват шеи у нашего питомца составил 32 сантиметра. Длина по спинке тоже 32 сантиметра. Обхват груди 42 сантиметра. Я взяла пряжу Crazy Color от Yarn Art, известная турецкая фирма, в 100 граммах 260 метров. Состав 25% шерсти, 75% акрила. Кому интересен цвет, это 134. Вязала я круговыми спицами номер 3, маленькими на леске. Так, для того, чтобы рассчитать горловину, я связала образец лицевой гладью, и у меня получилось, что в 10 сантиметрах 23 петли. Соответственно, в 1 сантиметре 2,3 петли. Так, затем я эти 2,3 умножила на 32 на обхват шеи. У меня получилось 73,6. Но так как я вязала резинкой 2 на 2, мне нужно было, чтобы мое число делилось на 4. В противном случае не получилась бы резинка такого вида. Поэтому я округлила, с учетом, что резинка будет растягиваться, и на круговые спицы я набрала 72 петли. Далее, после того, как провязывается резинка, а вы видите резинка 2 на 2, обращаю ваше внимание, если вы вяжете такой именно резинкой, количество петель делится на 4. Если вы вяжете резинкой 1 на 1, что тоже в данной модели допускается, то тогда у вас количество петель просто должно быть четно. Да, когда я набирала 73 петли для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Провязала резинкой. В высоту это составило 5 сантиметров. И далее я перешла к расчету реглана. Как я это делала? Посмотрите, я вот такую схему нарисовала, думаю, будет понятно. Итак, у нас с вами всего 72 петли. У нас 4 регланных линии. На реглан идет по одной петельке. Я оставила на грудку 16 петель, 40 петель на спинку и по 6 петелек на рукава. И далее, когда я начала вязать, я сделала прибавки для того, чтобы у нас было расширение рукавчика. Обращаю ваше внимание, расширение идет только с 2 сторон, вот с этих сторон. А там, где рукав соприкасается с грудкой, никакого расширения нет. Мы будем вязать просто по прямой. Нам здесь ни к чему расширение, иначе свитер будет вот так собираться на грудке в складке. Нам этого не нужно. Поэтому прибавки мы будем делать не как в свитере для человека, когда мы вяжем, а только в 2 регланных линиях с обеих сторон и в 2 регланных линиях с одной стороны. И делаем прибавки до тех пор, пока рукав у нас не составит 30 петель. Вы сейчас скажете, загрузила, поэтому, когда мы будем вязать, я думаю, что это будет более понятно. Итак, кого заинтересовала данная модель, присоединяйтесь,
Переходим к самому вязанию. Классическим способом я набрала на спице 73 петли. Далее нам нужно замкнуть наше вязание в круг. Обращаю ваше внимание, посмотрите, чтобы петельки не перевернулись. Замыкаем вязание. Петельку с правой спицы мы переснимаем на левую спицу. Провязываем 2 вместе за заднюю стеночку лицевой. Подтягиваем ниточку, переснимаем опять эту петельку на левую спицу, вешаем маркер начала ряда. И дальше мы продолжаем с вами вязать резинку 2 на 2. Первая петля у нас уже провязана, вторая лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевой, 2 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. Нам нужно провязать резинкой 2 на 2 в высоту 5 сантиметров. Работаем самостоятельно. Встречаемся после того, как будет связана резинка. И дальше я вам покажу, как распределять петли. Вот я провязала резинку. Высота резинки составила 5 сантиметров. И теперь мы с вами переходим к распределению петель для того, чтобы вывязать реглан. Смотрите, что мы делаем. Так, значит, у нас с вами 72 петельки. Мы первый ряд будем распределять без прибавок. Регланные линии мы будем провязывать изнаночной петлей. Начало ряда у нас будет с середины грудки. Итак, начинаем вязать. На грудку у нас должно уйти 16 петелек. Мы провязываем ровно половинку. Итак, вяжем лицевой гладью. 8 петель лицом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее у нас идет регланная линия. И регланную линию провязываем одной изнаночной. 1. Дальше 6 петелек идет на рукав. Лицом вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее опять регланная линия. 1 петля изнаночная. Дальше у нас идет с вами спинка. Она составляет 40 петель. Вяжем лицом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 петель спинка. Дальше опять регланная линия. 1 изнаночная. Потом 6 петель на рукав. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. Дальше регланная линия, 1 изнаночная. И оставшиеся 8 петель спинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Все, первый ряд у нас с вами закончен. Переснимаем маркер и начинаем делать прибавки. Обращаю ваше внимание, прибавки от регланных линий будем провязывать немножечко по-особенному. Там, где у нас грудка, у нас прибавки будут только с одной стороны. Потому что нам, там, где грудка у свитера, у собачки, нам здесь расширение с вами не нужно. Нам нужно, чтобы ровненько шла планочка. И поэтому прибавочки по одной с каждой стороны. А вот другие две линии реглана прибавки будем делать по обе стороны. Итак, начинаем вязать. Смотрите, как мы вяжем. Опять с середины грудки. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у нас регланная линия. Прибавочку можно сделать из протяжки, можно сделать накид. Я вяжу обычно накидами. В следующем ряду мы уже прибавки делать не будем. И этот самый накид провяжем лицевой скрещенный. Итак, прибавочку делаю. Здесь я не делаю прибавку, потому что вот эта линия. Значит, 8 лицевых, регланная линия. И делаем прибавку после регланной линии. Дальше 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас рукав. Опять регланная линия. Вот это. Здесь мы делаем прибавки с обеих сторон. 1, изнаночная, 2 накид. Дальше 40 петель вяжем. У нас с вами лицевыми идет спинка. Почему реглан вяжу изнанкой? Для того, чтобы его было легче заметить. Чтобы не вешать маркеры, не отмечать регланные линии, мы увидим их так. Так, провязываем до изнаночной петли, до регланной линии. Угу. Так, вяжем. Не пропустить внимательно, потому что я не считаю. Вот уже вижу. Вот дошла я до изнаночной петли, до реглана. Делаем прибавку перед ним и после него. 1, сам реглан изнанкой. 2. Дальше 6 петель рукав. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у нас реглан только с одной стороны. Прибавка, изнанка. Все, с обратной стороны не делаем. И довязываем 8 лицевыми. Довязали. Следующий ряд провязываем по рисунку, не делая никаких прибавок. Прибавки мы с вами будем делать через ряд. Так, вот она регланная линия изнаночная. Вот наш накид. Накид я провязываю за заднюю стенку лицевой. Получается лицевая скрещенная, чтобы не было дырочки. И так вяжем целый ряд до конца. Вот опять накид за заднюю стеночку, лицевая скрещенная. Сам реглан провязываем изнанкой. Так, довязываем с вами ряд. Рисунок очень простой, можно сказать, вообще никакой. Справится даже начинающий. Лицевая, изнаночная гладь, да? Ничего сложного нет. Пряжа настолько оригинальная, что можно вязать без рисунка, и пряжа сама создаст вам нужный орнамент, нужный рисунок.
Так, вот я довязала практически этот ряд. В следующем ряду нам также надо делать прибавки. Давайте мы провяжем еще раз его вместе, а дальше вы будете работать самостоятельно. Итак, вяжем до регланной линии. Здесь у нас уже не 8 петелек, а 9. Вот она регланная линия. Перед ней мы прибавку здесь не делаем. Это у нас грудка. Делаем прибавку после нее. И дальше вяжем до следующей регланной линии лицевой гладью. Так, вот она регланная линия. Здесь делаем прибавку перед ней, сама регланная после нее. Дальше вяжем мы с вами, провязываем петли спинки. Опять вяжем до регланной линии и будем делать прибавки с обеих сторон. За счет регланов, накидов у нас с вами увеличивается количество петелек на спинке и на рукавах, что нам и нужно. Так, вот мы дошли до регланной линии, делаем накид перед регланом, сам реглан, после него. Дальше идут петли рукава. Делаем накид перед регланной линией, и все, после нее не надо. И довязываем петли грудки. Ряд закончен. Следующий ряд вы провязываете так, как смотрят петли. Накиды провязываете лицевыми скрещенными. Таким образом вы делаете прибавочки до тех пор, пока на рукавах у нас не станет вот здесь. Вот сейчас я сделаю на нашей схеме, нарисую. Делаем прибавочки до тех пор, пока у нас не станет 30 петель с одной стороны и 30 петелек с другой стороны. Работаем дальше самостоятельно. Итак, я провязала до тех пор, пока на рукава у меня не образовалось 30 петель. То есть я сделала 12 прибавок. 12 прибавок, как мы с вами по схеме рассчитывали. Так, теперь мы делаем следующее. Нам нужно сейчас перенести с помощью иглы и нити петли на рукав и соединить вязание в круг для того, чтобы провязать тело свитера. Так, значит, начало ряда. Мы провязываем первые 8 петелек, которые у нас идут на грудку. 5, 6, 7, 8. Дальше начинается линия реглана. Вот начиная с этой изнаночной петельки и все петли рукава, их 30, и 2 регланных петли, 32 петли мы переносим на ниточку. Это у нас первый рукав. Итого 32 петли. Так. И регланную линию сюда же 32 петельки. Соединяем. Сильно можно не стягивать. Завязываем на узелок.
обрезаем лишнюю ниточку. Так, откладываем пока в сторону. И дальше грудку соединяем с петлями спинки. Провязываем спинку. У нас здесь 64 петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. То есть все петли до регланной линии. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Дальше идет регланная петелька. Мы ее также на дополнительную нить снимаем вместе с петлями рукава. Также 32 петли, прихватывая регланную петлю с другой стороны, то есть ту самую изнаночную петельку. Так, аккуратненько переснимаем, чтобы не потерять ни одну петлю. И таким образом у вас на рукава идет по 32 петли. Так, вот как раз регланная петля последняя. Так, также завязываем, фиксируем, обрезаем лишнюю ниточку. Все, петли рукава второго у нас тоже сняты. А дальше мы соединяем оставшиеся 8 петель грудки, провязываем со спинкой. Довязываем этот ряд до конца. Таким образом у вас далее следует вязание по кругу, но без рукавов. Рукавчики у нас уже сняты. Всего у нас сейчас на спицах 80 петель. Мы продолжаем вязать по кругу до тех пор, пока нам не надо будет закрывать петельки на животе, петельки животика. Вяжите самостоятельно далее по кругу, и мы с вами встречаемся при закрытии петель живота. После того, как я пересняла рукава, я по кругу после них провязала еще 7 сантиметров. Это до середины животика нашего питомца. Дальше я буду делать следующее. Мне нужно на животе оставить 28 петель. Что я делаю? Значит, это маркер нашего начала ряда. А дальше я просто возьму 2 булавочки и повешу их по окончанию от начала и до конца, чтобы зафиксировать 28 петель. Раз это середина, значит, я провязываю 14 петелек лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вешаю нашу булавочку. Далее провязываю лицевыми, не довязывая до 14 петель. Это у нас будет спинка.
Так, у нас было с вами 80, мы забираем 28, это остается 54 петли где-то, да? Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 52, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Давайте проверим. От маркера 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И навешиваем вторую как бы булавочку, только уже на левую спицу. Можно, кстати, не вешать, тут уже и так будет заметно. Далее мы будем с вами вязать поворотными рядами только спинку. Первую петельку снимаем и вяжем изнаночными до нашей булавки. Эти самые 54 петли. Почему поворотными рядами? Мы сейчас будем с вами по краям делать убавки. Будет у нас с вами укороченные ряды будут. Таким образом мы вывяжем с вами спинку нужной вам длины. У меня длина собачки 32 сантиметра. Ну, я сделаю где-то спинку, наверное, 31 достаточно будет. Так. Довязываем до булавки. Так. Переворачиваем. Булавку не теряем. Первую петельку снимаем. И опять вяжем лицом, не довязывая последнюю петлю. Вот я подхожу к окончанию этого ряда. Одну петлю не довязываю. Разворачиваю вязание. То же самое делаю, снимаю петельку. И то же самое делаю с обратной стороны, не довязывая по одной петле. Таким образом у вас убавки будут в каждом ряду с обеих сторон. Вы эти петельки не пропустите, потому что они будут отличаться от всех наших петель, которые мы провязываем в самом ряду. Они будут более вытянутые, потому что это как бы кромочные петли. Не заметить их будет трудно. Так, вот я уже приближаюсь к окончанию ряда. Не довязываем одну петлю до булавки. Вот она. Разворачиваем. Булавки, кстати, можно уже будет снять, чтобы они нам не болтались, не гремели. Так, и вяжем дальше. Первую петельку опять снимаем. Вяжем, не довязывая одну петлю до той, которую мы уже не довязывали. Вот мы подошли к окончанию ряда, не довязали еще одну петлю до той, которую уже так мы не довязывали с вами, видите, да? Так, разворачиваем. Опять идем, не довязываем одну петлю до тех, которые мы уже с вами не довязали. Итак, с обеих сторон вы вяжете
на нужную вам длину, в зависимости от того, какая спинка у вашего питомца. Вот до конца ряда я уже не довязала 3 петельки. Итак, дальше. Обращаю ваше внимание, что вы работаете только с теми петлями, которые находятся на спинке свитера. На животике, те, которые 28, мы с вами не провязываем, оставили их пока временно в покое. Итак, я убавила с обеих сторон по 16 раз. На убавки у меня ушло 32 петли, на спице посерединке осталось 20, и в длину наш с вами свитер составил 26 сантиметров. Теперь я довязываю этот ряд до конца, до нашего маркера я провязываю лицевыми, а дальше я перехожу на резинку, так как мы начинали с вами свитер, 2 на 2. Вот я довязала до начала нашего ряда, до маркера, и начинаю вязать резинкой 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И так я вяжу резинку на высоту 5 сантиметров. Работайте дальше самостоятельно. Вот я провязала высоту резинкой 5 сантиметров. Такой край у меня получился свитера. Точно так же потом я пересняла с дополнительной нити на чулочные спицы петли и провязала 3 сантиметра резинкой 2 на 2 на обеих рукавчиках. Вот что у меня получилось. Я думаю, что это снимать было не нужно. Я думаю, что вы без труда с этим справитесь. Затем с помощью крючка убрала все нити. И вот наш свитер готов. Надеюсь, что питомцу теперь не страшны будут зимние морозы. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, а также оставлять под видео комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас много нового и интересного. До новых встреч. Пока-пока.